Всем привет, со мной Даня Зевс, и мы сейчас позадаем ему те вопросы, которые вы присылали в соцсетях. Всем привет. Первый вопрос задает Кирилл Дунаев и спрашивает, как дела, чувак? Отлично, дело, хорошо. Андрей Литвиненко задает вопрос, какой был самый запоминающийся турнир в твоей жизни? Два турнира, скажу. Extreme Masters 2010, EM первый, который мы выиграли, второй VCG 2010 в Лос-Анджелесе, который мы выиграли. Отлично. Никита Тарасенко спрашивает, каким образом проходил процесс адаптации молодых игроков Сизда и Флейми? Какие вы ставили им задачи, какие замечания делали? Потому что, возможно, их стиль игры отличался от вашего. В первую очередь тренировали их разносторонне, в целом и в игре, и в жизни. Работали над ними в этих направлениях, то есть с ребятами все время обсуждались игровые моменты, что нужно делать, над чем надо работать, обсуждались жизненные вещи, которые в коллективе как бы не принимаются в принципе, да, изначально в этом. И старались все время объяснить, какая политика у организации, у команды. Вот. Ну и работали в этом направлении. Все остальное тоже нюансы, да, то есть, которые основываются там уже на игровых каких-то вещах. То есть, если мы видели, что там, допустим, Флейми там не хватало какого-то скилла проапгрейдиться в плане гранат, то мы акцентировали внимание на то, что там нужно там гранаты подтянуть, да. Если видели, что не хватает, может быть, там информации, да, то есть мало дается инфы, то говорили о том, что нужно подтянуть инфу. Ну и все время вот в таком плане развивались. В принципе, ребята молодые, быстро усваивали все и очень довольно-таки быстро апгрейдятся, молодцы, движутся в правильном направлении, а у нас, можно сказать, мы хорошие тренера. Это круто. Так, Андрей Дедковский спрашивает, что ты сделаешь первым делом, когда обыграете Fnatic и станете новыми чемпионами? Первым делом? На самом-то деле я, наверное, выдохну и скажу, ну, наконец-то мы это сделали, потому что уже в какой турнир, какой раз мы просто проигрываем им в первую очередь психологически. И вот это, конечно же, расстраивает. Потому что мы, да, ребята, безусловно, крутые, безусловно, у них высокий скилл, но как мы играем с ними, это основная проблема наша. То есть мы не играем в ту игру, которую мы можем играть. Хотелось бы просто с ними сыграть в наш КС, вот, может быть, даже и проиграть, но примерно мы, похоже, Counter-Strike играли с Fnatic'ами на SLC, финале, Best of Five. И 2 игры проиграли, 16-14, 2 игры выиграли, примерно там 16-14, там одну чуть больше. Ну, последнюю карту решающую проиграли, но там, по крайней мере, мы заслуженно проиграли решающую карту, незаслуженно, конечно же, первые, но сами были виноваты, но при этом мы играли реально в тот Counter-Strike, который мы умеем. А последние 2 турнира, финал в Минске, отыграли с ними просто какой-то замороченный, такой какой-то сонный Counter-Strike, где вы видели, да, со стороны это была печаль, беда. И на этом чемпионате тоже уже встретились на карте и тоже сыграли не в свой КС. Хочется, короче, выиграть у них, сказать наконец-то, почувствовать вот этот вкус, потому что одна победа – это только маленький шажочек, это не как бы ничего там как бы самого важного. Самые важные победы все равно впереди всегда. Но смысл в том, что у нас с Fnatic'ами просто появился какой-то барьер, уже выстроился. Вот нам нужно его перейти. И когда мы выиграем, перейдем его, тогда мы можем как бы понять, что все хорошо, наконец-то. А так пока немножко еще, видите, не можем. Но все рядом. Надеюсь, в этом турнире у нас все получится. Денис Овчинников спрашивает, представь, что есть 2 состава по Counter-Strike. Старый, где ты, Сеня, Марик и другие, и вот новый, который сейчас. Как ты думаешь, смогли бы вы сыграть против себя и вообще кто победит, старый или новый состав? Ну, это ж понятное дело, Сенька уже не профессиональный геймер, Маркелов, в принципе, довольно-таки неплохо играет, Старикс вообще не играет в Counter-Strike, ну, я не знаю, вопрос странный очень, если честно. Я могу сказать так, я бы с удовольствием собрал бы старый состав,
с удовольствием бы со всеми бы собрался, сыграл и получил бы массу удовольствий, съездил бы на какой-нибудь турнир. И я рад, что у меня и у нас в целом у всех хорошие отношения остались. Мы прошли классный путь вместе. И я думаю, что мы в сердцах останемся навеки у друг друга. Надеюсь на это. И всегда в любой момент увидимся, выпьем сок, пиво, неважно, но главное, что от души, и поболтаем, и классно проведем время. В принципе, так и происходит. Мы поддерживаем хорошие отношения с Сенькой, хорошие отношения с Егором, все общаемся. Просто что так получилось, что в какой-то момент наши дороги разошлись именно в игре. Но может быть, еще, как говорится, еще не вечер. Может быть, еще и соберемся и сыграем. Посмотрим, что-то может из этого даже и получится. Саша Матичка спрашивает, какой у вас метод разминки? Есть два метода. Первый метод, способ, да, то есть первый это, скажем так, способ это поднять себе АИМ. Соответственно, ты можешь тренироваться с ботами, дезматчи, друг против друга на АИМ картах. То есть как угодно, но твоя задача именно жестко размять АИМ. Вторая задача это потренировать, именно, наверное, прокрутить в голове те раунды, те фишки. Это уже делается непосредственно, когда узнается карта, которую мы будем играть. И уже перед этой картой также возможно зайти на сервер и покидать какие-то гранаты, потренировать, отточить какие-то нюансы, и настроиться на игру. Собственно говоря, очень все просто. Остальные уже, это уже такие командные, моральные какие-то слова, там, такие настраивающие на игру и так далее. То есть тоже больше к этому. Понятно. Богдан Булуй спрашивает, как вы справляетесь с потерей морали после проигрыша ответственных матчей или матчей командам, которые явно слабее вас по скиллу? CSGO, вообще то, что сейчас происходит, все выходит именно с появлением CSGO, с появлением больших призовых, с такой большой аудиторией, с увеличением фан-базы. Все это больше вышло уже на профессиональный уровень. И, соответственно, с появлением вот этого профессионального уровня у нас просто, мы не даем себе даже позволить устроить какую-то там минус мораль или еще что-то. После каждого проигрыша мы анализируем, почему это произошло, пытаемся, может быть, на какое-то время кто-то упадет моралью, то что что-то с ним не так. Для этого есть у нас, для тех, кто не знает, у нас есть психолог, у нас есть люди, которые нам помогают справиться с этими эмоциями. Но в первую очередь мы стараемся быстро проанализировать. Если это игра Best of One, то, соответственно, можем больше поделить времени. Если это Best of 3, то это вообще моментально мы там что-то поговорили, забыли и сразу настраиваемся на следующую карту, на следующий матч. По-другому никак. И в принципе, профессиональные команды всегда так делают. Поэтому в 1.6 в давние времена действительно было такое, что очень часто команды, проигрывая одну игру, уже не могут собраться на вторую. Здесь в CSGO больше профессионализма, и действительно это приятнее наблюдать, что когда команда действительно собрана и все хорошо. Хотя очередной турнир, могу сказать, отметить некоторые команды. Одна из них команда Envy. Для меня, честно говоря, до сих пор остается загадкой, почему ребята без морали, что происходит, непонятно. И такое тоже встречается. Хотя это очень редко. Мы слышим, какая мораль тут идет у ребят и что здесь действительно происходит. Так что все очень серьезно. Такой вопрос от Вячеслава Ильмаюрова. Почему у вас иногда случается какой-то ступор, и вы впятером топчетесь на одном месте? Такого не наблюдал. Может, сервер зависал? Я не знаю. Артур Кузнецов просит совета. Что нужно делать и как себя вести молодой команде с молодым капитаном, чтобы достичь результата? Молодой команде, молодым капитаном,
Не хочется быть банальным и говорить слова о том, что нужно всегда идти вперед, там, не останавливаться ни на чем, и все получится. Ну, капитан, я считаю, это тот человек, на котором очень многое держится в команде. И это тот человек, который должен подходить с философским таким вот не вопросом, а подходом, да, и подходить к команде и как психолог, и как тренер, и как лидер. То есть обладать вот такие вот качества. И если он молодой и этого не имеет, то ему нужно и в этом развиваться в первую очередь. Потому что, ну, если это не будет делать он, то кто тогда будет делать за него? Потому команда это все-таки не один человек, это 5 человек, и они смотрят на лидера, они смотрят на человека, который подает им пример. И от этого все начинает строиться, это изначально. А потом это уже все по нюансам. Поэтому изначально капитан, а ребята пусть просто болеют игрой, живут игрой, если они хотят добиться действительно результата. Многие геймеры, у которых был выбор стать профессиональным геймером, либо уйти в работу, в учебу или во что-то, каждый делал выбор для себя. Некоторые не жалеют, некоторые спустя время возвращаются снова в киберспорт, и мы видим, мы слышим эти имена, которые мы видели уже раньше. Поэтому выбор за вами, ребят. Определяйтесь. Чем раньше вы определитесь, чем раньше вы решите, чего вы хотите, кем вы хотите стать, тем раньше, я считаю, что вы начнете работать в правильном направлении. Всем удачи в этом плане. Хорошо, спасибо. Это были все вопросы. С вами Пару был... слов. Да, Даня, здесь говори. Хотелось просто сказать и вам спасибо, и тебе за хорошую атмосферу, за хорошее интервью. Хочу сказать, ребят, вам, позитива. Завтра будем браться. Мы играем стыковочный завтра матч, Best of 3, либо с бразильцами. Есть шанс, что с Австралис. Вот, то есть матч будет в любом случае очень жестким. Ребят, приходите, будем болеть, будем браться. Увидимся. Это был Даня Зевс. Хорошего настроения. Пока. Пока.